Всем привет, с вами Оля, вы у меня на кухне, и в этом видео я подготовила для вас очередную подборку легких и вкусных ужинов. Идеально для тех, кто старается похудеть или же просто придерживается здорового питания. Но перед тем, как мы начнем, напоминаю подписаться на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск нових відео. А якщо ви з України, то обов'язково підписуйтесь на мій другий канал, де усі мої відео виходять нашою рідною мовою. А також підписуйтесь ще на мій інстаграм та телеграм-канал, якщо бажаєте познайомитися зі мною ближче. Ну а начнем мы, пожалуй, с самого диетического варианта. Для него нам понадобится куриная грудка, здесь примерно 300 грамм. Нарезаем его на маленькие кусочки. Блюдо это само у нас рассчитано на 2 довольно объемные порции, либо же на 3 небольшого размера. Также отдельно в миску возьмем 3 куриных яйца. Перемешиваем их и в процессе также добавляем сразу 1 чайную ложку соли. Добавляем 200 грамм сметаны 15% жирности, либо натурального греческого йогурта без добавок. Перемешиваем и отдельно натрем на терке 100 грамм сыра. У меня в этот раз 2 разных видов. Можно взять одного, это в принципе не важно. Желательно, чтобы он хорошо плавился. Добавляем к курочке смесь замороженных овощей. Овощей у меня 400 грамм, я их заранее не размораживала. Также к ним добавляем сыр и заливку, хорошенько перемешиваем. Не знаю как вам, но мне теперь очень напоминает салат оливье. Ставим в разогретую до 200 градусов духовку минимум на 45 минут. Возможно, потребуется чуть больше времени для приготовления блюда. Как только оно покроется золотистой корочкой, значит готово. Несмотря на свою простоту, блюдо получается очень вкусным, при этом оно сытное у нас и довольно диетическое. Такое спокойно можно кушать на ужин при похудении. Но мы переходим к следующему рецепту. Для него нам также понадобится куриная грудка, но еще и некоторые овощи. Например, 1 морковка, которую мы натираем на мелкой терке. Также нам понадобится 150 грамм капусты. У меня в этот раз молодая капуста, но можно взять и обычную. Ее необходимо очень мелко нарезать. Разогреваем сковородку, добавляем немного масла и слегка протушим наши овощи. Я это делаю на небольшом огне, потом накрываю крышкой, оставляю их минут на 5. И вот через несколько минут они уже мягкие и готовы. Снимаем их с огня. Вернемся к филе. Его нарежу на несколько кусочков, чтобы сделать из него фарш с помощью измельчителя. Количество фарша здесь 300 грамм получилось. Добавляю к нему овощи, то есть морковку с капустой, а также сразу же добавляю соль и перец по вкусу. Можно еще добавить ваши любимые специи для курицы. Добавляем 1 яйцо и перемешиваем до однородности. Ну а теперь из этого фарша будем лепить котлетки. У меня получилось 7 штук. Выкладываю их в форму для выпекания, хотя можно приготовить их на пару, либо же обжарить, либо приготовить на гриле, в общем, приготовить любым способом, но я решила в этот раз приготовить их в духовке. При температуре 180 градусов они у меня готовились около 40 минут. Дополняем их свежим салатиком из овощей, и вот такой вот вкусный, сытный ужин готов. Кстати, котлетки получаются не сухими, довольно сочные, в них не только много белка, но еще и клетчатки за счет овощей. Друзья, напоминаю, что вы всегда можете приобрести готовые рационы для похудения на моем сайте olyapins.com. В этом месяце у меня вышла новая программа питания, которая есть целых 3 вариантов. Отдельно для женщин, отдельно для мужчин, а также комбинированный вариант для пар, если вы хотите похудеть вместе со своей второй половинкой. В общем, кому интересно, ссылочку оставляю для вас в описании под видео. Для следующего рецепта нам также понадобится куриная грудка, но, кстати, можно взять и любую другую часть курицы, например, филе бедра. Посыпаю его солью и перцем с обеих сторон и заворачиваю в пергамент, вот так вот складывая конвертиком. Буду готовить на среднем огне под закрытой крышкой сначала 10 минут с одной стороны, затем переворачиваю,
Добавляю на сковородку немножко воды, накрываю крышкой, готовлю еще минут 5-7 до полной готовности мяса. Недавно уже показывала вам этот способ, оно получается очень сочным и ароматным. Пока у меня готовилась курица, я нарезала овощи. Здесь у меня 150 грамм помидор черри, их просто разрезаю пополам. 1 сладкий красный перец, его нарезаю мелкими кусочками. Также нам понадобится салат айсберг, здесь его примерно 150 грамм. Я его просто вот так вот руками разрываю на маленькие кусочки, но можно нарезать ножом, если вам так удобнее. Салат, черри и перец перемешиваем в одной миске. Ну а теперь приготовим соус для заправки. 150 грамм натурального йогурта, к нему добавила 1 столовую ложку оливкового масла, 1 столовую ложку вустерского соуса, 1 чайную ложку горчицы, у меня 2 видов, и теперь хорошенько перемешиваем. Ну а в конце добавляю парочку выдавленных зубчиков чеснока. Кстати, очень вкусный универсальный соус для заправки салатов, но для этого подходит просто идеально. Хорошенько теперь все вместе перемешиваем. Можно, кстати, курочку добавить уже прямо сюда к овощам, но я больше люблю подавать ее отдельно. Но перед этим, конечно же, необходимо нарезать ее на маленькие кусочки. Как вы уже могли догадаться, мы сейчас приготовили более легкую версию салата «Цезарь», поэтому я подаю его обычно вот таким способом. Сначала выкладываю салат, ну а сверху уже курицу. Так удобнее, кстати, заодно и взвесить ее, чтобы знать, сколько у вас белка в порции. Ну а сейчас приготовим кое-что очень вкусное из рыбы. Здесь у меня филе хека, примерно 200 грамм, возможно, чуть меньше. Его я нарезала на такие небольшие кусочки и промокнула полотенцем от лишней влаги. Теперь я беру немного кукурузного крахмала и каждый кусочек обваливаю в нем. Разогреваю сковородку, добавляю немного масла и обжариваю обваленные в крахмале кусочки рыбы до золотистой корочки. Теперь на ту же сковородку я отправляю 200 грамм замороженных брокколи. Готовлю на небольшом огне под закрытой крышкой 5 минут, чтобы они разморозились. И теперь слегка обжариваю. Также добавляю пару зубчиков чеснока, мелко нарезанных. Можно добавить немножко масла и 1 столовую ложку соевого соуса. Ну а теперь добавляю сюда рыбу. Перемешиваю, убавляю огонь, чтобы рыба у меня тоже пропиталась запахом чеснока и соевого соуса. Под закрытой крышкой оставляю еще минут на 5 на маленьком огне. Мало того, что готовится очень быстро и выходит очень вкусно, есть такой даже небольшой намек на китайское блюдо, поэтому я добавила сверху кунжут и немножко соуса терияки. И это получилось одно из самых вкусных блюд из рыбы, которые я готовила в последнее время. Но напоследок вкусный вариант ужина без мяса. Для него нам понадобится 1 стакан красной чечевицы, заливаем ее водой и оставляем на пару часов, чтобы она набухла вот таким вот образом. После чего промываем ее водой и лишнюю жидкость сцеживаем. Далее возьмем луковицу и нарезаем ее мелкими кусочками. Но морковку натираем на терке. Лук и морковь слегка обжарим на разогретой сковородке с небольшим количеством масла. Готовим их до мягкости около 10 минут. Слишком сильно поджаривать их не нужно. Правильнее даже, наверное, будет сказать протушить овощи. До такого состояния нам нужно их приготовить, и на этом можно убирать их с огня. Теперь в большую чашу измельчителя я отправляю уже у меня настоявшуюся в воде чечевицу и добавляю готовые овощи. Ну а теперь необходимо это все превратить в пюре. Если нет такого измельчителя, можно просто использовать мясорубку.
Масса получилась довольно однородной консистенции, отправляем ее в миску и теперь добавляем уже соль по вкусу, у меня это примерно 1 чайная ложка. Также добавляем специи, и со специями можно, кстати, поэкспериментировать и добавить их побольше, чтобы блюдо было более насыщенным. У меня копченая паприка, карри и тмин. Хорошенько перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились. И теперь добавляем сюда 3 столовые ложки муки. У меня кукурузная мука, мне кажется, она по вкусу лучше всего подходит к данному блюду. Вместо нее вы можете использовать любую другую муку на ваш вкус. Теперь ставим эту массу в холодильник на полчаса. Она будет более плотной, и из нее тогда легче будет сформировать котлетки, что мы сейчас и будем делать. Каждую котлетку необходимо слегка обвалять в муке, у меня основа кукурузная. Масса сама по себе может немного крошиться, это нормально, поэтому с ней нужно работать аккуратно. Как видите, если не торопиться и не тыкать лопаткой в котлетку, они отлично держат форму, даже при жарке. Но, конечно, если начать ее сильно толкать, она может развалиться, поэтому будьте осторожны. Такие котлетки отлично сочетаются со свежим салатом, так как они очень сытные, поэтому дополнительный гарнир я бы к ним даже не добавляла. Просто добавьте к ним побольше свежих овощей, и будет очень вкусный вариант полезного ужина. Ну а на сегодня это все. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, было для вас интересным и полезным. Если это так, буду рада увидеть ваши лайки внизу под этим видео, а также подписывайтесь на мой канал, если вы до сих пор еще этого не сделали. Ну а с вами была Оля, увидимся с вами в следующих роликах.